Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня на обзоре промышленный корабль от компании Argo третьего размера, предназначенный для добычи полезных ископаемых. Модель MOL. Это четырехместный узкоспециализированный корабль для работы в космическом пространстве и на поверхностях небесных тел. Всего в этой линейке подразумевается 3 корабля разной спецификации по добыче. MOL – это один из 3 известных на сегодняшний день. Помимо него в компании Argo создавались еще 2 похожих судна. Легкий майнер с 2 устройствами для сбора и тяжелый с 6 независимыми устройствами. Об этом факте упоминалось на одном из интервью несколько лет назад. Но так как о других кораблях этой серии ничего не известно, сегодня поговорим о модели MOL. Кстати, название MOL – это аббревиатура Multi-Operator Laser Extractor, что переводится как многооперационный лазерный экстрактор. Стоимость на момент написания сценария составляет $315, а за внутриигровую валюту его можно приобрести за 5 130 500 альфа-уеков. Продается на Лорвеле. Не забывайте про лайк и подписку, а также комментарий под видео. У микрофона, как всегда, я, Северная Борода. Приятного просмотра! Родилась модель MOL в 2949 году, то есть очень современный корабль по меркам Star Citizen. Напомню, что на текущий момент в игре 2953 год идет. Итак, сравниваем по традиции размер корабля с чем-то известным. Его длина 45 метров, ширина 26 и высота 15 метров. Легче всего, на мой взгляд, сравнить MOL с самолетом А320, где MOL будет чуть меньше по всем габаритам. А вот весит корабль 1169 тонн. Это примерно как 4 с небольшим самолета А380. Argo MOL не является булочным кораблем, хотя на первый взгляд может показаться обратно. Из-за этого переоснастить корабль под другие нужды, не связанные с добычей полезных ископаемых, невозможно. Он специализируется только на майнерстве. Корпус MOL — это несколько слоев различных сплавов и составов, не связанных между собой. По меркам Star Citizen это довольно прочный корпус для промышленной сферы. Он способен выдержать прямые удары крупных объектов, таких как астероиды и небольшие камни. Однако выдержать прямые попадания лазерных, баллистических и всех остальных боеприпасов, включая ракеты, корпус не способен. Этот недостаток частично компенсируется щитами, но полагаться я на них бы не стал. Иными словами, MOL — это корабль, который может при необходимости удрать из боя и сохранить экипажу жизнь, но на открытое противостояние он не рассчитан. Кабина корабля с широким остеклением, ориентированная вниз, создана специально для более комфортной работы под судном и прежде всего, чтобы пилот лучше видел зону работы своих коллег, которые управляют майнерскими лазерными устройствами. По факту нифига это не работает. Зачастую, подлетая к камню, зона покрытия лазеров будет ниже видимости пилота и приходится по голосовой связи командовать пилоту выше или ниже опустить нос. Но с другой стороны, на то он и командный корабль. Под кабиной расположена центральная обитаемая кабина для управления майнерским устройством. Данный элемент установлен на шаровом креплении, и при активации вся конструкция выдвигается вперед, позволяя оператору поворачивать устройство в нужном направлении независимо от положения корабля в небольшом круговом диапазоне. Слева и справа от кабины пилота находится курсовое вооружение в виде 2 лазерных репитеров 2 размера от компании Klaus Werner серии CF модели Badger. Малоэффективное вооружение, тем более для маломаневренного корабля, но все же лучше, чем ничего. Вокруг носовой части корабля установлены 26 блочных осветительных софитов. Некоторые блоки этих софитов имеют съемную конструкцию, что позволяет регулировать интенсивность освещения, либо менять на другие типы, такие как ультрафиолетовые софиты или инфракрасные, использующиеся для подсветки различных типов руды и удобного дальнейшего сбора. На крыше за софитами можно наблюдать 2 из 8 фиксированных маневровых двигателей, развивающие 3,2 меганьютонов усилия и потребляющие 3,1 литров на меганьютон тяги. Далее на крыше расположилась какая-то неведомая шняга, назначение которой я найти не смог. Даже внимательно ее осмотрев с товарищем, к какому-либо конкретному выводу мы прийти не смогли. Он предположил, что это может быть некий открывающийся радар. Ну а от себя могу добавить, что это точно не люк, хотя у него и видны какие-то подвижные элементы и механизация. Пишите в комментариях, что это такое может быть, будем разбираться вместе. И вообще на MOL довольно много загадочных штуковин, созданные разработчиками, которые явно что-то должны были значить, но что именно порой сам бог не разберет. В центре судна слева и справа по борту расположились еще 2 майнерских устройства, оснащенные выдвижной необитаемой кабиной на шаровом лафете. Эта конструкция позволяет операторам вполне в удобном диапазоне со своего борта производить сборку руды. При деактивации и выхода из кабины все устройство задвигается обратно и закрывается большой небронированной крышкой.
В этой же зоне под брюхом корабля располагается 8 контейнеров, вмещающие по 12 СУ руды. Их можно при необходимости снять и заменить на другие, которые продаются в магазинах. Чтобы открепить контейнер от судна, нужно снять блокировку кабины сочетанием клавиш Alt плюс U, вроде как. И вновь неведомые науке элементы корабля. Облазив мол вдоль и поперек с товарищем, мы всеми силами пытались понять, что тут должно происходить. По самым амбициозным предположениям, это стыковочный узел для чего-либо. Виден некий зажим и планки крепления, схожие с планками крепления типа Пикатини на огнестрельном оружии. Возможно для кораблей, а возможно самого мол к станциям. И тут же видно 4 вроде как сопла для откачки или закачки чего-либо. Точно такая же текстура используется на стыковочных рукавах для дозаправки топлива на некоторых кораблях. Это точно не люк, так как пол между внутренней частью корабля и внешней очень тонкий, вряд ли туда что-то могло поместиться. В ранних концепциях пилоты сказали, что мол должен был собирать помимо руды еще и газ. Возможно, этот узел как-то с ним связан. Как всегда, ждем версии, а может и точные ответы в комментариях. Вообще, если вы любите разбираться в кораблях и подмечать мелкие малозаметные детали, то мол вам предоставит кучу таких возможностей. Там слева и справа по борту у него еще какие-то типа крепления с нумерацией. Захотите, сами можете проверить и потом расскажете, что думаете по этому поводу. Между основными двигателями находится обитаемый отсек. Эти 4 люка относятся к шахтам спасательных капсул. Очень странное решение, как по мне, позже объясню почему. Вся маршевая оснастка МОЛ разгоняет корабль до крейсерской скорости в 128 метров в секунду за 4 секунды, а до максимальной, которая составляет 1090 метров в секунду, за 34,1 секунды. Двигатели реверсосили развивают мощность в 6,5 меганьютонов усилия и оттормаживают корабль от максимальной за 99,1 секунды, а от крейсерской за 11,63 секунды. Поворотный моток гондолы двигателя выполняет также роль двигателей системы ВТОЛ. По личным ощущениям, мол, очень тугой в управлении. Понятное дело, что он не истребитель, но по части маневренности он примерно как втрое больше него Карак или в 5 раз больше его 890. Тормозит он крайне неохотно, риск впилиться в незамеченный астероид или маленький камень достаточно велик. Так что летаем аккуратно, с соблюдением скоростного режима, не паркуемся на тротуаре и все такое. В кабине пилота доступны 3 многофункциональных монитора в прямой видимости и радар 2D типа по центру. Справа вверху расположена стандартная панель индикации предупреждения, а также датчик квантовой нестабильности груза. Под индикацией находится кнопка экстренного сброса груза. Если корабль не успевает к выгрузке, желательно сбросить нестабильную руду и тем самым сохранить жизнь экипажу. Датчик начинает работать то ли за 15 минут, то ли за 12, данные разнятся, до необратимых последствий. В кабине 2 места под пилота и штурмана, ну или второго пилота, как вам угодно. За кабиной находится отсек с устройствами сортировки и переработки инертных материалов в собранной руде. В своей концепции мол должен какую-то часть ненужных инертных материалов, проще говоря шлак, отфильтровывать, загружая свои контейнеры большим количеством полезной руды. В этом же отсеке находится лестница, ведущая в носовую майнерскую кабину. Сама кабина является герметичным независимым отсеком со своей системой жизнеобеспечения. За этим отсеком находится жилая зона, выполняющая роль кухни и зоны приема пищи, а также место сбора экипажа для брифинга. Тут же находится ниша для хранения различной провизии экипажа. В кормовом отсеке корабля находится зона отдыха экипажа с 4 кроватями, 2 шкафами под экипировку и 1 душевой кабиной с санузлом. Как я уже говорил ранее, кровати являются по совместительству спасательными капсулами, и тут я бы хотел на этом остановиться подробнее. Если знакомые нам спасательные капсулы в виде кровати практически всегда отстреливаются вверх, то в данном случае они выстреливаются назад, то есть вдоль горизонтальной оси. И как бы вам сказать, я считаю, что в таком положении при таких перегрузках сломать ноги или шею как нефиг делать. Просто представьте, паника, корабль терпит бедствие, все в команде бегут, сломя голову к этим кроватям. И эти капсулы отстреливаются от корабля с перегрузкой в 9, а то и 12 G. И теперь внутри 4 капсул, 4 нетранспортабельных кожаных мешка, которые будут лежать и кряхтеть от боли, пока их не подберут или пока они не прибудут на какое-либо небесное тело, где опять же они ничего не смогут сделать. И это при условии, что они выжили. Правда,
Правда, есть вероятность, что такие капсулы, как и на Constellation, заполняются некой пеной для смягчения ударов, но там технология это предназначена на момент посадки капсул на небесные тела. И даже если так, то мне трудно представить, как человек, покидая корабль, ложится в капсулу, его заливает какой-то пеной, и он в этой пене болтыхается в космосе. В общем, странное решение, как по мне, не вполне жизнеспособно. Хотя там могут быть типа технологии, связанные с местной гравитацией этих капсул, или ремешки всякие, или эти капсулы вылетают очень медленно. В общем, как-то так. На нижнюю палубу можно попасть из камбуза через дверь, которая отделяет жилую зону от зоны, предусматривающей разгерметизацию, и поэтому она открывается только вручную. На нижней палубе находится инженерная зона с нишами под квантовые двигатели и другие компоненты. Лифт, служащий входом-выходом из судна, а также два отсека слева и справа по борту, отвечающие за проход к боковым кабинам по добыче руды. В помещениях перед кабинами находится еще по одному шкафу для хранения скафандров с каждой стороны. Шкафу. Да похуй. По компонентам. Моль защищен двумя гражданскими щитами второго размера класса A серии 5MA от компании Bering модели Chimeli, способные поглотить до 9000 единиц общего урона. Скорость надува щитов составляет 500 единиц ХП в секунду. Полный надув занимает 18 секунд. Промышленная силовая установка класса C от Juno Starwerk третьего размера модели Jinzel выделяет 50 000 единиц энергии в секунду. Промышленная система охлаждения класса C от компании Juno Starwerk модели Thermal Core, отводящая по 16 000 кубических метров тепла в секунду. И индустриальный квантовый двигатель второго размера класса B от все той же Juno Starwerk модели Huracan, способный разогнать корабль почти до 77 000 км в секунду и потребляющий 6,1 литра на миллион километров. Self-Destruct Mole составляет 45 секунд, максимальный радиус поражения 80 метров. Вот такой он, венец майнерского отдела на сегодняшний день. На деле же корабль является сугубо командным судном. В одну каску на нем крайне неудобно работать, приходится постоянно бегать от кабины пилота до кабины майнерской рубки. Поэтому я могу вам его рекомендовать в том случае, если вы часто летаете в паре с кем-то и являетесь заядлым майнером. Если в целом, то корабль классный и в данных реалиях очень даже актуален. К нему у меня претензий нет, однако есть к самому геймплею майнерства. На сегодняшний день оно довольно сильно сломано и не работает должным образом. Бывает так, что огромную глыбу пилит проспектор одним своим лазером первого размера, а бывает так, что мол в 3 лазера большего размера не может распилить маленький камень в 3 тонны. И прочие всякие баги и косяки в этом ремесле, которые усложняют жизнь майнерам и подобным мультикрюк кораблям. Сам по себе корабль имеет отличный потенциал, но все как всегда остается на будущее. От себя также добавлю, что я ненавижу делать обзоры компании Argo из-за огромного количества деталей на их кораблях. Но сами корабли мне нравятся. Но это я так, вдруг кому-то интересно. А еще на этом корабле у пилота есть мои любимые по дизайну джойстики, которые я бы очень хотел воплотить в реале когда-нибудь. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Это был обзор промышленного майнерского корабля от компании Argo, модели MOL. Всем пока.